Еще раз добрый день, дорогие участники нашего замечательного сообщества «Несущее свет». Мы начинаем продолжать наше занятие с золотой рыбкой. Это у нас вот выглядит как некая такая карточка. Вот у нас они разного дизайна есть, эти рыбки. Но в частности, вот одна из них вот выглядит вот так. Что делает золотая рыбка и чем она отличается, опять же, от, например, структуры карточки блага? Мы в прошлый раз говорили, поэтому вот интересно, как это понятно стало или... Ну, давайте повторим на всякий случай, потому что меня часто спрашивают, вот как бы мы говорим о желаниях, то есть зеркало Исиды — это работа с желаниями, это вот карточка блага — работа с желаниями, и золотая рыбка — это тоже желание. Чем же они отличаются друг от друга в этом плане, если все это желание? Просто когда мы говорим о желании, мы всегда должны помнить, что значит, у нас есть что-то, чего этого в нашей реальности нет. То есть желание — это то, чего нам не хватает. Но если его нету, значит, у этого того, чего нам не хватает, нету времени жизни. Потому что у всего, что есть в этой реальности, есть время жизни. Если есть что-то, что нам надо, а его нет, значит, у этого нет времени жизни. Поэтому вопрос возникает, как это время жизни создавать, открывать и так далее. Да? То есть создавать условия для того, чтобы в нашей жизни появилось что-то, чего нам не хватает. Но вот если мы говорим о времени жизни, то там как бы много разных аспектов есть, потому что время жизни — это не просто вот какая-то там кусочек чего-то. Да? То есть это есть, опять же, некая структура. У структуры есть определенные какие-то характеристики, связанные с тем, что наше время жизни проявляется по-разному. Может проявиться в событии, а может проявиться в виде материального объекта. Что значит в событии проявилось время жизни? Да, то есть, ну, что-то вот произошло. Да, то есть, и у нас, ну, как вот некое замыкание, да, то есть какие-то что-то соединилось, и у нас в нашей жизни мы там с кем-то встретились, с кем-то поговорили или еще что-то, то есть это уже тоже определенное событие какое-то произошли. Или появился некий материальный объект, вот, которого не было, он теперь вот как бы в виде существует какого-то вот вещественного объекта. Но всегда это вот опять же какие-то времена жизни. Время жизни как проявление некого, опять же, конгломерата, на самом деле, времен жизни, потому что все, что здесь в нашей реальности есть, оно неоднородно. Оно не так, что вот как бы представляет собой равномерно заполненный какой-то объект чем-то. Да? То есть какие простые объекты, с ними, в общем-то, неинтересно. А вот когда мы говорим о каком-нибудь живом объекте, например, да, то есть он из чего? Он состоит из клеточек, да, из органов, там еще из чего-то. То есть масса каких-то времен жизни еще включено вот в общее. Получается некий конгломерат такой, конгломерат времен жизни. И вот с этим конгломератом, да, то есть мы хотим как-то взаимодействовать, потому что мы сами живые, у нас есть самих собственное время жизни, и наше время жизни взаимодействует со временами жизни вот нашей реальности. Поэтому, если мы говорим о структуре блага, это создание неких событий, которые могли бы проявить нам кусочек вот этого времени жизни в будущем. Ну, как бы создание такого-то определенного зародыша из времени, который бы мог у нас потом реализоваться или в виде какого-то проекта, или в виде каких-то там материальных благ, или нематериальных и так далее. Вот. Но для того, чтобы вот это проявить потом, вот этот вот зародыш, да, то есть как бы нам уже надо какую-то дополнительную структуру, потому что иногда бывает, что мы вроде бы создали какой-то вот событийный ряд, то есть у нас время жизни появилось, но оно почему-то не развивает, не продолжает, нет продолжения, нет развития вот в этом кусочке времени жизни. Оно почему-то начинает тухнуть, гаснуть, и все как бы опять возвращается на круги своя, и ничего мы не видим как некого результата. Да, то есть, хотя вроде бы сделали что-то, вот делаем действия, там какие-то, общаемся с людьми, что-то хотим делать, проект там составили, начинаем его реализовывать, а все никак не получается. Вот здесь уже нам надо материализовать что-то, да, то есть проявить в виде неких материальных объектов, в виде каких-то определенных
скажем, каких-то определенных, может быть, рядов объектов. Не обязательно это один объект, может быть, да, то есть как бы это некая совокупность вот превращений какого-то материального объекта во что-то, да, то есть какие-то, может быть, полевые характеристики какие-то надо создать для этого. И вот золотая рыбка здесь выступает в роли такого усилителя, да, то есть формирователя времени жизни, которое бы уже стал проявленное, то есть чтобы мы начали его наблюдать в нашей жизни, да, то есть поэтому есть карты блага. Это вот одна задача, которая не решается временем жизни. Есть золотая рыбка, которая решает. Ну и есть еще целый ряд других изделий, которые обеспечивают согласование вот нашей структуры, структуры человека, структуры пользователя с какими-то другими структурами в нашей реальности для того, чтобы это стало, опять же, согласовано не только с нами самими, но и с миром в целом. То есть раскрывает какие-то там перспективы, например, да, то есть согласует с пространством, как это делает у нас комфорт, согласует с электромагнитными полями, как структура ЛАТ у нас делает. То есть у нас есть множество различных аспектов, которые нам надо обеспечить для того, чтобы наша жизнь была такой, какой мы хотим. То есть чтобы наши желания реализовывались. Поэтому каждое изделие, оно выполняет определенные функции. Но вот сегодня мы поговорим. Да, вот в прошлый раз, если вспомнить наше взаимодействие, то есть мы такую тему взяли, такую достаточно, опять же, вот космическую. У нас там были разные космические какие-то планы, о которых мы говорили. То есть мы говорили о каких-то более общих вещах для проявления нашей же желания, связанного с глобальными какими-то процессами. Ну, потому что мы находимся в материальном мире, не только локализованно вот где-то мы находимся в какой-то зоне, в каком-то городе, в каком-то там поселке, в каком-то доме сидим, но мы на самом деле еще связаны с миром в целом. Поэтому мы можем с разных позиций подходить к этим структурам и рассматривать задачи самые общие. Почему? Ну, потому что мы не можем себя выделить, вот как бы из мира отделить, и сказать, вот только мы, больше ничего нам не надо, кроме вот этого. Хотя такие поползновения существуют. Мой дом, моя крепость, там, моя хата с краю, ничего не знаю. То есть как бы в народе это существуют такие попытки выделить себя вот в отдельный какой-то объект, изолироваться от мира, но, к сожалению, они всегда не приводят к ничему хорошему, потому что мир каким-то образом все равно входит в наше взаимодействие с нами, и мы не можем от этого никак избавиться. А может быть, наоборот, надо открыться миру, да, то есть как бы открыться миру для чего? Для того, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше разных сил, для того, чтобы они в нашем мире начали проявляться более полно и обеспечили нас вот какими-то возможностями, которые у нас у самих нет. Вот поэтому мы говорим о сети, да, сетевых взаимодействиях, когда мы можем реализацию делать не только как единица какая-то, а как некая группа, как некая совокупность связей, которыми мы можем обеспечить друг друга. И тем самым мы превращаемся уже в более глобальный объект, который вот мы пытаемся проявить в наших занятиях. То есть в чем интерес вебинаров? Именно в том, что одно дело, я пользуюсь изделием самостоятельно, я вот с ним хожу, с ним как-то взаимодействую, а другое дело, что я пробую проявить вот эти же взаимодействия, но вот через вот групповые отношения. Учитывая, что каждый еще, кто здесь участвует, связан еще с какими-то людьми, поэтому вот эти связи мы пытаемся здесь реализовать. Понятно, да, разница между вот структурами блага и так далее, то есть в чем она проявляется. Так вот, мы сегодня попробуем проявить, если есть какие-то вопросы, пишите в чат или включайте микрофоны, пытайтесь их задать. По ходу будем гибко подходить к этим вопросам, потому что, например, у нас есть разные же возможности взаимодействия со структурами светлиц. Да, то есть у нас есть вот изделия в виде каких-то материальных объектов. Карточки, там, браслеты, наклейки, повязки и так далее. То есть это то, что реализовано в виде вот материальных объектов. И эти изделия, они работают
ну, не вечно, но долгосрочно, поэтому их можно использовать не 1 год, пока это изделие целое и не потеряло как бы свои возможности как материального объекта существовать. Потому что когда оно сломалось, ну тогда, значит, у нас чего-то в этом мире исчезло. Время жизни изделия подошло к концу, и мы с ним уже не можем взаимодействовать. Все эти изделия – это возможность взаимодействия с миром структур. Что значит с миром структур? Да? То есть мы говорим, что есть вот некий мир структур, который сюда отображается вот в нашу реальность в виде процессов объектов. Да? То есть, а наша реальность – это система отображения. А мы работаем здесь как бы вот некой системой отображения, как у нас вот наше восприятие их, это формирует эту систему. То есть много есть разных теорий восприятия. Мы как бы не будем на них останавливаться, мы рассматриваем вот структурную компоненту. Да? То есть есть вот мир структур, и мы хотим с ним обеспечить более эффективное взаимодействие. То есть чтобы наши желания, которые у нас возникают, может правильные они или неправильные, опять же, не будем разбираться, но если возникло желание, ну как помочь ему проявить себя вот в более полном мире. С космосом вот вопрос возник, да, то есть если космос к себе присоединить, нужна ли расческа? Ну, в том-то дело, что мы расческу здесь используем как бы некий материальный объект, который нам позволяет вот это вот виртуальную компоненту, то есть нашу ауру, да, то есть привести в некое соответствие с тем, чтобы использовать некую модель отношений еще, да, то есть потому что когда, да, космос будет он работать тем, чтобы упорядочивать вот нашу космическую структуру, которая у нас есть, но здесь еще есть действие, да, то есть действие, что мы берем и расчесываем свою вот эту вот световую систему, да, то есть это действие нам, ну, как бы укрепляет эту связь, да, то есть потому что мы через нее можем локально где-то почувствовали где-то напряжение. То есть говорят, вот на душе кошки скребут. Ну, чтобы они не скребли, давайте душу расчешем. И начинаем расчесывать душу как возможность упорядочить вот эту световую структуру нашей души и согласовать ее с телом и с разумом. Поэтому рекомендую, даже если вы трансляцию включите космоса, все-таки использовать расческу для своих целей. Но там могут быть на трансляции свои собственные интересные эффекты, да, то есть насколько вы можете эту структуру транслировать дальше, другому человеку передать, да, то есть, например, может быть наоборот, вы можете ее на расстояние передать и расчесать кого-то вот своей расческой, даже если рядом этого человека нет. Мы сегодня вот это вот попробуем поделать. Почему мы можем это поделать? Потому что даже если у кого-то нет расчески, мы там говорили, что у нас есть структура, которую можно вот распечатать в виде файла и приклеить к расческе. Вот видите, такая картиночку я вот себе наклеил, показал, как это работает. Вот, поэтому здесь у нас есть возможность использовать структуру космос по-разному. С одной стороны, у нас есть вот уже у кого-то такие наклеечки на расческу, которую уже люди приклеили, и у них уже этот материальный объект существует. Кто-то взял вот этот вот файл, распечатал и себе приклеил, да, то есть, а кто-то начал вот транслировать прямо на себя. Это тоже вариант, да, то есть, но у нас еще есть один вариант, когда, так как у нас структура космос присоединена у нас сейчас к каналу нашему Zoom, и мы с ней тоже будем работать. Ну вот космос у нас, видите, как выплыл очень интересно, потому что вот я там опубликовал в чате картину Ирины Виноградовой, она как раз эту тему вдруг затронула и нарисовала на эту тему картину расчесывания души. То, чем мы, в общем-то говоря, сегодня будем тоже заниматься. Значит, можно клеить зеркало Исиды на зеркало, на лицевую часть, если у нас нет возможности подобраться к задней части, там какая-нибудь доска наклеена уже, или оно висит на стенке, к ней никак не добраться. Тогда мы его клеим прямо на сверху. Ну, чтобы не мешало смотреть на себя, где-нибудь в районе лица, где обычно мы смотрим. Так, значит, ну, как обычно, мы на начало рекомендуем всем поставить задачу. То есть, ну, сделать запрос. Что мы хотим от сегодняшнего занятия, для чего мы тут сегодня собрались. У нас есть, конечно, глобальная задача вот космического плана с одной стороны, но решать их сегодня мы начнем на элементарном уровне.
То есть как бы пойдем с самого начала. То есть обратимся к структурам и попробуем разобраться, что они делают для нас. То есть у нас есть вот, опять же, задача какая-то, есть структура золотой рыбки, которая у кого-то есть уже в виде карточки, у кого его нет, у кого нету, да, тот может или уже присоединил себя к ней структуре через трансляции, а может быть этого не получилось, не произошло еще, но есть возможность с этой структурой золотой рыбки повзаимодействовать сегодня вот через наш монитор и получить какие-то результаты для себя, почувствовать ее с тем, чтобы потом можно было ее приобрести уже в длительное пользование и использовать для себя, для помощи в реализации своих собственных желаний. Но вопрос, откуда желания берутся, иногда вот возникает. Желания могут браться из социума, да, то есть это может быть не наше желание, а оно вот навязанное откуда-то извне. Вот. Поэтому вот мы рекомендуем зеркало Исиды использовать для того, чтобы наш чувство пути восстанавливать, и чтобы вот наши истинные желания начали в нас проявляться. Если уж мы берем золотую рыбку, то вы начали все-таки с ней работать, с желаниями, которые действительно у нас. А так обычно спросишь кого-то, ну что тебе надо? Ну, вот говорят, денег надо. Но деньги же опять же для чего-то нужны, а не просто так, да, то есть, как бы, то есть, вот бы каждый хотел бы стать миллиардером, да, то есть, как бы, или как я, говорит, обязательно сделаю своего мужа миллиардером, вернее, миллионером, если он до этого был миллиардером. Поэтому можно к деньгам по-разному относиться. Вот. Но мы сейчас будем рассматривать немножко другой аспект. У нас, кстати, структура энергия времени тут на подходе, мы ее скоро запустим, которая как раз будет нам помогать работать с энергией времени, которая будет превращать нас в энергию времени, в энергию денег. Вот. Но на данном этапе мы давайте вот рассмотрим какой аспект, что у нас есть, нам действительно нужна энергия для того, чтобы вот процесс материализации у нас шел так, как надо. Потому что если энергии не хватает, то мы можем биться, стараться чего-то делать, а энергии нет. Где ее брать? Да, то есть, ну вот говорят, энергия есть везде. Ее везде много, но как ее вот к себе притянуть? Ну вот человечество, оно этим занято. Да, то есть энергия, то есть раньше использовали там энергию ветра, делали ветряные мельницы, например, чтобы чего-то там делать, энергию воды текущей использовали, да, то есть зеленая энергетика раньше была. Потом она начала превращаться в незеленую энергетику, да, начали сжечь, уничтожать природное ископаемое. Уголь, нефть, газ. Вот эту энергию, которую мы берем, где-то ее кто-то уже накопил, она в виде химических связей существует. Дальше мы ее пытаемся извлечь в виде чего? Уничтожая вот один объект, мы получаем какой-то другой объект. Ну, выделяем оттуда энергию. Потом энергию атомного распада начались использовать. Да, то есть как бы сейчас вот идет работа над получением энергии термоядерного синтеза. Как бы все больше и больше как бы появляется возможность, чем глубже мы туда залазим в структуру вещественную, тем оказывается там больше энергии. Вот. А вообще говорят, что вакуум это вообще как сверхплотная энергия, то есть только бери ее и применяй. Но вот как ее применять, если она там вот в таком состоянии, что мы к ней не можем подобраться? У нас зацепляемости нет за эту энергию. Вот. Поэтому мы можем использовать вот наши сетевые эффекты для того, чтобы эту энергию извлечь. Но откуда берется энергия внутри вещества? Может быть, есть еще какие-то уровни дальше, не связанные с веществом, где откуда может быть проще ее достать. Да, то есть поэтому мы обращаемся к теории физических структур и смотрим, а что дальше? Дальше, вот, допустим, уровня вещественных объектов. Да, то есть что там дальше? Ну, там пустота есть и время. А из чего они состоят? Какие элементы там заложены? Ведь нам же мы хотим, чтобы у нас время реализовывалось в наших делах. Да, то есть как бы мы могли в это время начать проявлять. Поэтому мы займемся сегодня работой со временем. Но временем как бы вот попробуем докопаться до элементарных основ этого времени, посмотреть, как можно оттуда нам чего взять из этого времени жизни, как бы вот элементарных каких-то структур, с тем, чтобы вот эту структуру можно было потом проявить уже в виде каких-то вот процессов энергетических в нашей жизни.
Поэтому давайте обратимся к теории немножко, посмотрим, на как же у нас представляет нам теория физических структур, о чем она нам говорит. Значит, вот теория физических структур рассматривает мир структур, как бы состоящий из двух множеств. То есть, если здесь в материальном мире вся физика рассматривает как бы некое одно множество вот, каких-то элементов пространства или времени, то теория физических структур рассматривает два множества. На самом деле, может быть и больше их может быть, но всегда можно свести два разных множества, соединив их в одно. Но вот обратную декомпозицию сделать практически невозможно. Из вот чего-то одного разобрать его на части, тем, чтобы посмотреть вот в мире структур, не получается. Поэтому исходно мы как бы говорим, есть две группы неких элементов. Вот здесь элементы альфа, бета, гамма, есть же, ну, как бы обозначенное множество n и множество m. Но они характеризуются, не сами элементы нам нужны, потому что мы можем не знать эту природу элементов. Мало ли, какие элементы там есть и как они устроены. Мы говорим, важно связи, какие элементы. Между одним множеством формируются и другим множеством. Вот поэтому здесь у нас мы говорим, что вот есть некие элементы альфа, бета, гамма, есть вот и Ж, К элементы, и мы рассматриваем все связи, которые между ними существуют. Поэтому чем сложнее система, тем больше там элементов, которые участвуют во взаимодействии, и тем выше, больше количество связей, которые они формируют. Ну, как бы вот нам вот эта идея нужна. Почему? Потому что мы попробуем сейчас эту идею реализовывать в наших отношениях. То есть мы как бы обращаемся уже вот в микро, не то что в микромир, да, как бы, а в мир уже структур, которые формируют нам этот микромир. Да, то есть как бы, потому что если энергия, она где-то запасена и существует, ну как ее вот оттуда получить, значит нам надо выйти на уровень ее формирования в мире структур. Поэтому будем взаимодействовать со структурами, которые нам могут обеспечить нас энергией. Энергией связи. То есть, ведь если мы рассмотрим, да, то есть как бы вот вещественный мир, да, то есть что, вот есть химические связи, поэтому вот сжигают какие-то вещества и используют энергию вот этих химических связей, которые там существуют. Чем дальше вглубь идут, да, тем больше энергии. Энергия атомного распада. Там сильное взаимодействие, которое есть вот внутри атома, которое держит вот эти уже внутри частицы в ядре атома. Там, кажется, еще больше энергии каждая связь создает. Да, то есть, как бы. А если брать термоядерную энергию, то есть, оказывается, там есть еще энергия синтеза. То есть не только распад, когда мы выделяем что-то, а если мы синтез делаем, то мы, оказывается, можем получить гораздо больше энергии, чем то, что получается при распаде. Казалось бы, парадокс, да? Мы вместо того, чтобы что-то разъединить и получить энергию, мы соединяем, и опять мы получаем энергию. Да, то есть это называется энергия синтеза, да, термоядерного. То есть когда появляется некий дефект масс, который превращается в энергию. Ну, то есть соединили мы вроде бы чего-то с чем-то, казалось бы, да, то есть разные элементы, а получили вдруг от этого результата гораздо больше энергии, чем было. Вот то же самое можно использовать этот принцип при взаимодействии, например, с этим миром. Когда мы не пытаемся разъединяться от этого мира и использовать энергию распада как бы связи, а мы пытаемся создавать связи дополнительные в этом мире, да, то есть и тем самым привлекать эту энергию за счет того, что мы можем вот не откуда-то брать ее, да, то есть, а создавать вот чего-то новое, то есть создавать какие-то вещи, которые до этого не существовали, а теперь они существуют. И чем мы можем это делать? Ну, понятно, что мы можем это делать тем, что у нас есть свет. У каждого, да, то есть есть световые связи, которые мы можем вот делать замыкание. Какие базовые принципы существуют для вот усиления всего этого? То есть их, на самом деле, их может быть много разных принципов для усиления, но есть три основных, да, которые мы будем использовать, когда будем вот использовать световые связи для взаимоусиления. То есть мы, опять же, создавать будем световые связи не для того, чтобы откуда-то там качнуть энергию. Вот там у этого человека его много, а ну-ка дай-ка мне ее. Да? То есть как бы нет. Принцип совсем другой.
надо сделать так, чтобы там, не было, там энергия не уменьшилась и у меня не уменьшилась. Но если мы начали взаимодействовать, и у того, и у другого человека ее стало больше. За счет чего это возможно? Опять же, за счет того, что мы можем создать световую связь, да, то есть, и получить вот эту вот накачку энергетическую, которая будет гораздо сильнее, чем то, что было у каждого по отдельности. А если мы еще сетевые эффекты используем, да, то есть рассматриваем не только парные какие-то взаимодействия, а гораздо больше отношений можем включить, то мы, соответственно, многократно начинаем усиливать энергетику тех процессов, в которых мы собираемся участвовать. Ну, понятно, что нам энергию космоса обязательно надо привлечь. Там же ее тоже много всякой энергии, да, то есть как бы и у нас она вот, у кого побольше, конечно, космо, тут уже как бы начинаешь чего-то терять в этом плане, но связи-то все равно остаются, волос может быть меньше и становится, но тем не менее связи вот с космосом они остаются, потому что это световые связи. То есть у каждого из нас есть вот эта вот световая оболочка, через которую мы можем эти связи активировать. И для этого вот мы как раз, я вам говорил, что нам нужна инструмент, который бы для начала мог нам вот эти связи восстановить. А потом мы использовать будем, когда мы наладим вот наши космические связи, да, связь с дальним космосом, мы начнем углубляться и идти вот внутрь микрокосмоса и соединяться уже, пробовать на элементарном уровне, да, то есть связи. То есть и космические использовать связи, и эти. То есть мы как бы будем пытаться, вот то, что говорил Сухонос, что есть некая масштабная ось Вселенной, где одни и те же структуры начинают проявляться вот на разных масштабах. Если кому интересно, может почитать его книгу, она в интернете, по-моему, есть, называется, как же она называется, про масштабная гармония Вселенной называется. Поэтому вот советую почитать. Вот. А потом, когда мы наладим вот эту свою систему дальней космической связи, мы тогда начнем уже взаимодействовать локально друг с другом. Пытаться отобразить вот это взаимодействие в двух множеств в мире структур, да, то есть как бы создание вот дополнительных связей в нашей реальности. Ну, то есть моделирование у нас такое. То есть мы будем моделировать создание связи в мире структур. Для чего? Для того, чтобы наша золотая рыбка могла обеспечить энергией те процессы, которые у нас есть, наши желания, которые мы структурой с этим будем сегодня взаимодействовать. Человечество меняется, и постепенно мерность его повышается. Поэтому мы будем сегодня тоже повышать мерность нашего восприятия через вот взаимодействие со структурами. Потому что это кажется, что может быть совсем все непонятно, но когда мы можем провзаимодействовать вот с таким, то у нас реализуется такое качество. Какое? Что мы можем обмениваться структурами, те, которые уже один человек наработал. Да, допустим, как некие знания, как некая база знаний. Она есть у одного человека, а у другого ее нет. Повзаимодействовали, и эта база знаний можно через световые связи скопировалась другому человеку, и у него потом разворачивается в виде некого понимания. Человек вроде не понимал ничего, потом вот на семинарах или на вебинарах побыл, и вдруг что-то стало доходить, то, что раньше не доходило. И он становится настоящим доходягой, потому что может сам дойти до чего угодно. Поэтому давайте, шокирует сам факт восприятия, не только его состав. А в чем шокирует? То, что мы что-то воспринимаем, ну, понятно, это удивляет. Я в свое время, меня вот до сих пор этот вопрос донимает, что я для себя я воспринимаю мир как бы изнутри, а все остальное по отношению ко мне снаружи. И у каждого так, да, то есть как бы что за этим стоит, вот как раз пытаемся разбираться. Действительно, это такой шокирующий факт. Обратите на это внимание, что вы как бы изнутри скафандра какого-то смотрите на мир. Вот у Лукьяненко тут новая книжка появилась «Ловец видений» в интернете. Можете ее приобрести.
он мир снов описывает там, ну, свое представление о мире снов, там, как бы, на это дело нафантазировал, очень интересную такую фантазию. И там у него интересная такая есть идея, что есть, как бы, мир снов, мы его вроде сами формируем в этом, своим сном. Но в этом сне есть тоже другие участники сна, которые вот тоже пришли в этот мир со своим сном. А есть, как бы, рельеф так называемый. То есть то, что в этом мире представлено как уже наработанное многими участниками окружение. Это и рельеф может быть разумным, это тоже люди какие-то могут быть, но они не относятся вот к участнику сновидения, а это вот часть мира сна, скажем так. Вот вопрос, есть ли вот рельеф в нашей реальности? Люди, которые обеспечивают вот рельефность нашего восприятия этого мира, да, скажем так. Или здесь все являются участниками, да, люди, с которыми мы встречаемся, или не все, да, то есть, как бы, вот тоже компьютерную игру взять, например, человек играет, там есть участники, которые бегают, вот, ну, допустим, через интернет идет много участников, и все играют в эту игру, и там, как бы, вот есть, это действительно реальные персонажи. А есть персонажи, которые сам компьютер формирует, там, каких-нибудь монстриков, там, и так далее, которые не являются этой вот реальным участником игры, да, то есть поэтому вот это, конечно, тема занимательное, но мы сейчас не о ней. Потому что когда мы начинаем, на самом деле, увеличивать энергетику восприятия своего, то перед нами начинают открываться какие-то действительно интересные аспекты, то есть мы начинаем что-то воспринимать, то, что раньше выходило за пределы наших собственных убеждений, за пределы нашего восприятия мира. Потому что очень часто для людей что-то вот новенькое воспринять – это большая сложность. Тут Володя Никонов, который там один из наших партнеров, с которым мы взаимодействуем, он там в интернете написал, говорит, больно, говорит, смотреть на людей, которые ты им говоришь что-то, а они тебя не воспринимают, потому что вот почему-то невозможно достучаться. Я-то, говорит, уже прошел, у меня есть опыт, я с позиции этого опыта им говорю действительно какую-то идею. А они не воспринимают ее, как бы, меня считают неким придурком или тем человеком, который вмешивается вот в их там собственные какие-то мировосприятия. Но это, особенно это касается на самом деле наших технологий. То есть для большинства людей они не существуют, а если о них начинаешь говорить, то тебя говорят, ну это вот все эти пользователи изделий лохи, потому что они в это верят, а на самом деле этого ничего нет, это все мошенничество. Вот. Ну, поэтому мы вот идем по такому сложному пути, пытаемся рассказывать, показывать, доказывать, то есть проводя какие-то эксперименты, исследования. Вот у нас люди, которые тоже включаются в этот процесс. Алексей Бобин себе аппарат купил кириллиановский, и там проводит занимательные исследования в собственных каких-то. Вот у Оли вот нашей тоже есть кириллиановский аппарат, поэтому если кто хочет... Уже у Ларисы Долотовой в Ирландии Ну, есть. вот, Лариса Долотовой, замечательно. Кстати, если вот есть разные фирмы, которые, если кто-то хочет тоже приобрести, есть варианты подешевле, есть подороже. Вот если брать питерский, там в Питере уже там есть две фирмы, которые производят. Одни называются Кровоноскопы, а другие называются, как они там, ГДВ у них там, да, то есть как бы кириллианография. ГРВ. ГРВ, кириллианография, то есть. И там один и тот же метод используется. На самом деле это все снова пошло от профессора Короткова, который все это сложил. Потом просто от него начинают отпочковываться люди, которые говорят, нет, мы лучше сами будем. Ну, вот как всегда. Как в любом деле начинается вот дележка и внутренняя конкуренция. Ну, кириллианография тоже мы знакомы с ребятами, то есть те, кто делает такие, у них подешевле эти аппаратура, и программное обеспечение. И, если в принципе можно, если кому-то интересно, можно договориться о скидках, так что если нужны будут скидки, пишите, организуем. Значит, ну давайте мы перейдем все-таки к нашим практикам. Да, то есть как бы, ну, начнем опять же с космической практики, о которой мы заявили. Взаимодействие с космосом. Для чего нам это надо? Ну, во-первых, это подготовка к Дню космонавтики, который будет завтра, юбилей.
этого дня, потому что 60 лет уже прошло с полета легендарного Юрия Гагарина, который открыл нам дорогу в космос. Вот. Но и не будем забывать, что вот в космосе там могут быть много всяких объектов и разных каких-то вот сторон. То есть принцип невмешательства, говорят, надо помнить в отношении других людей. Вот, такой принцип. Мы как бы начали говорить, и нет, я не договорил. Меня тут понесло куда-то в другую сторону. Мы говорим о 3 принципах базовых усиления при взаимодействии. Да? То есть, как бы мы, когда говорим о светлицах, то мы подразумеваем, что мы работаем уже на неком поле структурном, где нет воздействия, да? А есть взаимодействие. И вот на этом взаимодействии мы можем усиливать друг друга, да? То есть, как бы, если мы правильно используем вот эти вот принципы, когда мы можем синтезировать что-то, то, что нас обеспечит не чем-то большим, чем мы являемся каждый сам по себе. И поэтому тут по поводу вмешательства, здесь как бы мы не можем говорить, что мы во что-то вмешиваемся или во что-то не вмешиваемся. Мы все время находимся вот в этих структурных взаимодействиях с миром. Да? То есть как бы мир на нас оказывает влияние и разные аспекты этого мира. И, естественно, мы тоже оказываем влияние на этот мир. Поэтому вмешиваться или не вмешиваться, тут вопрос не стоит. Мы так или иначе во все вмешиваемся, только, может, иногда не замечаем, что мы во что-то вмешивались. Или во все вляпываемся, только этого не замечаем. Поэтому вот как мы себя позиционируем в этом мире, ну так мы, в общем-то, в этом мире живем. Если мы ориентированы на какие-то негативные факты, да, то есть которые вот когда-то с нами произошло, или в мире мы говорим, вот как все там плохо, какие ужасы, там вот этот коронавирус, вот еще что-то там плохо, еще плохо. Мы что делаем? Мы на самом деле себя начинаем подсаживать, энергетически на самом деле. Почему? Ну, потому что мы энергию тратим на что? На пережевывание каких-то прошлых вещей. Это же все было в прошлом. То, что мы обсуждаем, весь негатив, он уже случился. Это все прошлое. А мы что хотим? Мы хотим все-таки будущее двигаться. Ну тогда давайте искать, что же хорошего в нашей жизни есть. И это усиливать. И вот усиление хорошего как раз будет формировать нам то будущее, к которому мы будем стремиться. А вот эти вот как бы обращение внимания, то есть все-таки тенденция у нас все-таки сохраняется. Периодически у нас там вбросы идут на чате, да, то есть когда вот начинается, вот надо вот обратите внимание, как там где-то очень нехорошо и все плохо. Или вот как эти говорят про этих, а эти говорят про других. Да за какой смысл вот это все обсуждать? Давайте что-нибудь как бы найдем конструктивные темы для разговора. Как нам создать в этой реальности то, что было бы нужно не только нам, но и другим. Поэтому 3 базовых принципа. Первый принцип – принцип контакта. Ну вот мы о нем говорили сейчас, даже с точки позиции теории физических структур, что нам нужны не просто элементы каких-то множеств, да, то есть, а нужны взаимодействия. То есть что, как это, эти элементы друг с другом взаимодействуют. Значит, нам надо, чтобы обеспечить некий контакт между этими элементами, чтобы они могли вступить в взаимодействие. Если нет контакта, взаимодействия нет. Да, то есть, как бы, то есть контакт может быть разный, да, то есть он может быть вот удаленный. Вот мы сейчас взаимодействуем на удаленном, мы же все равно, у нас есть некий контакт, но через технические средства мы эту связь организовали. Второй принцип базовый для усиления – это принцип симпатии. То есть если мы вступаем в взаимодействие, то мы не должны вызывать антипатию, то есть мы как бы, нам это не должно быть противно. Иначе у нас связь не получится. Иначе она не создается. Да? То есть, как бы. Но с другой стороны, если мы можем взаимодействовать, то мы всегда можем найти что-то положительное вот в любом человеке. Даже если у него есть что-то единственное положительное, это положительный анализ на коронавирус. Ну почему? Значит, он тоже человек, значит, тоже на него вирус этот влияет. И надо тогда искать, а что же еще в нем есть хорошего, с чем можно провзаимодействовать. И тогда усиливать вот это хорошее, что есть в каждом человеке. Потому что в каждом человеке есть божественная искра, которая нам досталась от Творца. Да? Раз нам дали вот кусочек времени жизни в этом мире, мы же сами его сделали. То есть кто может сказать, что он сам создал себе кусок времени жизни, да? То есть когда родился. Это вот как-то через папу с мамой, но опять же кто? Есть некий процесс, реализованный через создателя, но проявлен вот через папу с мамой, потому что вот у них есть такая возможность, появилась. Значит, поэтому вопросы симпатии, они тоже относительные. Да? То есть если мы эту симпатию можем развивать.
например, да, то есть создавать условия, ну, как раньше говорили, стерпится, слюбится, да, то есть как бы вот сначала вроде бы как не принимает один человек другого, но потом повзаимодействовали, нашли общее, что у них есть общее, что их объединяет, и на этом начали создавать что-то новое, и это новое стало гораздо больше, чем то, что их разъединяло. И вот это то, что их объединяет, теперь их держит гораздо больше, потому что они создали что? Общую структуру времени. И вот с этой структурой времени они могут уже взаимодействовать гораздо более эффективно, не как каждая единичка, да, а как уже некая пара или паранормальное явление, которое уже начинает менять реальность не через действия какие-то, а через вот те отношения, которые они выстроили между друг другом. Ну, в принципе, это можно расширять, да, то есть мы можем не в парные отношения вступать, а в отношения сетевые, и тогда наши связи будут расти и крепнуть, и тогда мы можем стать гораздо более эффективными в этом мире, в том самом, что мы и делали раньше. То есть не обязательно говорить, что сейчас вот мы будем спасать галактику какую-нибудь там или какую-нибудь планету. Вот. Ну, если у нас есть такие претензии, нам нечем заняться, давайте спасать галактику. Но мы можем это проявить и в своей какой-то обычной деятельности, то есть то, что мы делаем в обычном мире. С тем, чтобы нам это приносило радость, а чтобы мы могли, в конце концов, жить в счастье, а не в напряжении и борьбе какой-то. Поэтому светлица – это как раз устройство, которое помогает уменьшить влияние вот этой всякой борьбы на людей. Да, то есть, чтобы мы согласовали какие-то системы, да, то есть и вот эту симпатию мы могли начать проявлять в отношениях между другими людьми, в отношениях к миру в целом, и чтобы мы его могли начать чувствовать. Ну и третий принцип – принцип подобия. Да, то мы все подобны друг другу. Нельзя говорить, вот этот лучше, а этот хуже. Вот этот вот мы как бы мы пренебрегаем его отношениями, потому что он, ну, он не дорос до нас. Мы же такие великие, а тут вот какая-то птица кто-то под ногами. Но также нельзя себя принижать и считать, что я вот никакой или никакая, а вот вокруг такие, какие вот, да, то есть как бы великие люди вокруг нас. Поэтому все великие люди, и вот это величие можно проявлять как раз вот в этих вот отношениях. Если мы проявляем свое величие, свое благородство в этих отношениях, естественно, мы не будем делать того, чего мы не хотим, чтобы делали по отношению к нам. Это и есть третий принцип, принцип подобия. Не делай другому то, что не хочешь, чтобы сделали тебе. И вот тогда на этих-то отношениях и можно делать усиление. Если эти принципы реализуются, то тогда вот здесь мы можем выстраивать новые связи, получать новое состояние, новые знания, открывать для себя этот мир уже как нечто целое, с которым мы все связаны. Ну, вот Местовой говорит, что космос, Вселенная создается сознанием вплоть до всех ощущений тела, чувств, материальных объектов. Их вроде бы как и нету, а они есть. Да. Ну, это как вот кино. Его вроде бы нету, что-то уже сняли, смотрим, но оно же есть, мы же видим на экране это. Ну, точно так же можно и мир воспринимать как некую иллюзию, с одной стороны, с другой стороны, мы же в ней живем, зачем-то мы тут существуем, зачем-то нам тут сюда нас привело, в этот мир. Ну, давайте с этим и разбираться, с тем, чтобы можно было жить еще более радостно и более приятно, и нам это давало возможность этот мир еще и улучшать. Потому что мы, как творцы, у каждого эти качества есть. И возможно, что эти качества нам еще пригодятся и после того, как в этот мир мы покинем. Если мы их наработаем, эти качества здесь, как творцы, да, то есть как бы, вот мы будем и творить уже и в других мирах, куда бы ни попали. Так вот, что мы сейчас будем делать? Да? Мы сейчас сначала подготовим вот эту свою систему космической связи к нашим взаимодействиям, упорядочим. То есть возьмем инструмент. Третий принцип, принцип подобия. Значит, три принципа еще раз. Первый принцип контакта, второй принцип симпатии и третий принцип, принцип подобия. Значит, вот если они реализуются, тогда мы можем вот делать взаимоусиление друг друга без потерь. Да? То есть мы не перетягиваем энергию друг от друга куда-то туда-сюда, да? То есть, как бы, мы ее накачиваем, мы создаем условия для усиления. Ну вот у нас в прошлый раз был такой проективный тест, который мы делали.
это вот это несуществующее животное. Мы его как бы проецировали себя на вот какую-то картинку, которую и говорили, вот что я не есть вот тот, кто я есть, а я вот какой-то вот этот объект. Но мы сегодня не будем это делать. Мы просто как бы можем просто себе задать вопрос, кто я, и придумать себе какое-нибудь название. Вот. Поэтому вот вопрос, кто ты такой, ты кто, можете сами себе ответить. Вот. Для чего это нам надо? Ну, потому что не надо вот эту свою роль какую-то, которую в этой жизни мы все время играем, тащить вот в некое общее дело, которое мы сейчас здесь будем просто некими элементами, то есть некими элементами структурного множества, которые пытаются взаимодействовать и создать нечто общее, нечто большее, некую сетевую связь, для того, чтобы та вот золотая рыбка, которая у нас есть, она у нас с нами могла поработать. Еще есть вопросы? Там мы что-то теорию увлеклись. Ну, так интересно всегда, и всегда что-то новое. Да. Ну, давайте Вот. тогда начнем практиковаться. Сейчас думаю, сейчас начнет подходить народ, который не понял, что у нас сегодня в 10, и будет думать, что у нас, как в прошлый раз, в 11. А у нас вот вопрос внимания, да, то есть мы говорили, что если мы говорим о времени исполнения желания, да, то есть как бы, то есть это некое чудо должно произойти, да, то есть время удачи. Еще несколько слов, да, мы в прошлый раз о нем говорили, что должно бы появиться время удачи, что вот оно вдруг удалось сделать, да, то есть вот это вот есть время удачи, когда вот не было чего-то, оно раз и появилось в это время, да, то есть это вот как бы как некое чудо, которое мы можем сотворить все вместе. Но чтобы оно произошло, чтобы у нас эта удача была, то есть надо, чтобы, говорят, нас везли надо, да, то говорят, ему везет, а кто его везет, собственно говоря? То есть сам он едет или его кто-то везет? Если кто-то его везет, кто его может везти? Ну, наверное, у него есть какие-то вот связи с какими-то вот более высшими вещами, и он попадает, да, то есть, но время удачи – это же еще время, когда мы его должны увидеть, то есть, а не просто, ну, как бы, ну, то есть, можно же, время удачи произошло, а ты в это время там куда-то побежал и не заметил, что оно пришло. Поэтому надо быть внимательным. Вот чтобы мы внимали, чтобы у нас информация больше к нам приходила, а вот мы эту вот внимательность в себе развиваем, улучшая свое восприятие с помощью светличных технологий. Можно я скажу 3 слова вот по поводу внимания? Просто подтвержу, что вот как вы раньше говорили, ну, я когда только начала использовать, вы всегда говорили, что нужно замечать знаки от Вселенной. Ну, то есть, и вы знаете, вот действительно со светлицами как-то ты их замечаешь, и принимаешь, и думаешь, вот как хорошо, как мне Вселенная, типа через кого-то там в интернете что-то слушал, и какое-то одно слово, предложение выхватил, и ты понял, что это тебе вот для вот этого. Это, конечно, удивительно, как работает. Потрясающе. Причем надо обращать внимание на положительные знаки. То есть у нас нет отрицательных знаков. Да, то есть запрещающих знаков нет там, или каких-то нас ограничивающих. Все знаки, которые мы наблюдаем. Ну да, они как подсказывающие. Да, Так, как лучше сделать? да. Мгм. Как лучше сделать, а с другой стороны мы видим, да, процесс идет, что в направлении каком надо. И мы говорим, так, это значит правильно, значит мы делаем через вот наблюдение за знаками положительную обратную связь. То есть мы усиливаем вот то действие структур, с которыми мы получили как некий результат, мы его усиливаем для того, чтобы нам еще больше приходило. То есть опять же вот мы делаем такую усилительную практику. Так, ну что, давайте мы сейчас начнем себя упорядочивать. Ну, начнем с себя, как говорят. Все, любое практики, которые нам говорят по улучшению мира, говорят, ну, начните с себя. Вот давайте с себя начнем. То есть берем расчесочки, становимся и начинаем себя выравнивать. Выравнивать свое световое тело. То есть что делаем? Да? То есть мы начинаем с головы, сразу. Начинаем упорядочивать разум, как бы как систему, опять же, нашего восприятия. Берем и начинаем расчесывать. Только ведем дальше. То есть у нас световые волокна, они на самом деле не только вот
заканчиваются там, где кончаются волосы, они еще и дальше идут. То есть световое. Вот если вы картинку с Ирины Виноградовой возьмете, увидите, сколько там всяких разных интересных волокон вокруг нас есть. Вот. Расчесали мысли, упорядочили их. Теперь расчесываем душу. Душа у нас тоже. И так и слушаем только. На самом деле надо еще обращать внимание на ощущения в теле, на ощущения в нашей душе. Чтобы на душе полегчало. Руки расчесываем. И тянем. Потому что мы знаем, что свет у нас из рук идет. И это можно увидеть на аппарате кирляновском. То есть мы можем взять и замерить, посмотреть, какой же у нас идет от нас свет. Какого качества, насколько он хорош, насколько он ярок. И вот, когда мы расчесываем, мы пытаемся вот это... Здесь такое вот ощущение вот зацепляемости, как бы мы начинаем ощущать, что вот эта вот наша расческа не просто идет, да, то есть, а мы начинаем вот эти волокна, их зацепляем и начинаем их упорядочивать и усиливать. Теперь ноги. Ноги тоже так же мы тянем дальше, то есть мы тянем за пределы нашего тела. Это наша опора. Как мы стоим на этой земле. Насколько надежна наша опора, мы ее вот... Мы сейчас долго не будем этим заниматься. Вы потом можете после занятий еще как следует себя расчесать. Сейчас мы сделаем вот какую процедуру. Мы сейчас давайте разобьемся на пары. Кто у нас участвует, да, то есть как бы вот мы сейчас сделаем еще такой парный принцип. Что нам сейчас надо сделать, да? Значит, у нас вот я кого называл первым, это у нас будут операторы, а те, кого я называл вторым, это эксперты. Ну, для начала, потом мы поменяемся. Что нам надо сделать? У нас есть еще и на спине всяких, там много всяких волокон, да? То есть, ну, там крылья такие световые. Вот надо нам сейчас их расчесать как следует, эти крылья. Они нам пригодятся в этой работе, в следующей, которую мы сегодня будем делать. Значит, давайте тогда что делаем? Значит, опять становимся, да, то есть только те, кто эксперты, поворачиваются к экрану спиной, а те, кто операторы, берут расчесочку свою и что делают? Не пытаются вот как бы в этом окошечке там чего-то делать, там как бы, да, а проецируют, вот мы говорили, опять делаем проекцию, ставят перед собой вот этого вот эксперта, как бы, вот его представляют, что он перед ними стоит. Значит, что сейчас? То есть у нас есть вот, ну давайте вот, Оксана, поворачивайтесь спиной к экрану. Вы можете повернуться? Фролова. Вот, да. Смотрите, я как бы вот представляю, что она передо мной стоит. Вот, хотя она вроде где-то далеко. И я начинаю расчесывать ее здесь, как бы, и не там где-то, вот, да, а я ее расчесываю, вот ее как бы вот спину сейчас, да, то есть как бы с одной стороны. И давайте вот точно так же вот мы как бы с одной стороны расчесываем и пытаемся почувствовать, как вот операторы, мы как бы зацепляем вот эти волокна этой расческой, да, цветовые, и начинаем их двигать, то есть ощущаем, как этот световой поток упорядочивается, как он начинает
расширяться. И вот эти вот особенно крылышки вот эти вот сзади, да, то есть вот эти крылья ангельские, которые есть у каждого, да, то есть как бы давайте мы их расчешем, потому что они нам сейчас пригодятся. Поэтому берем и расчесываем вот здесь, как бы вот это вот такими размашистыми движениями и сверху вниз по позвоночнику до самого хвостика, как бы, да, все делаем, то есть как бы и руки. То есть можно даже вот как бы вот стать эксперту, руки расставить как бы вот так, не вдоль тела, да, то есть как бы вот, и чтобы можно было вот эти крылышки развернуть. Расчесать. То есть представляете, что у эксперта есть вот такие крылья световые, да, то есть и вы вот их расчесываете, и вот эти световые крылья, они становятся такими большими, прибольшими, да, то есть как бы. И вот это вот расчесали. Ну, такая вот у нас предварительная подготовка. Мы долго не делаем, опять у нас времени нет. Если кому интересно, может потом этим заняться для себя. Но давайте теперь перейдем к золотой рыбке. У нас немножко мы вот упорядочивали свою структуру. Что нам надо будет делать с золотой рыбкой? Мы сейчас будем делать сиреневую бесконечность. Для того, чтобы у нас она обеспечивала нам связность не только как бы локальную, как бы вот здесь, да, как бы мы на уровне элементарном создадим условия для создания определенных потоков. То есть, значит, что для начала? Для начала помещаем рыбку на сердечную чакру. У кого есть рыбка? Да? У кого нету рыбки, тот представляет, да, то есть как бы, что вот есть вот некая такая карточка, что он эту карточку просто берет и делает как бы вот и кладет ее себе вот на сердечную чакру. И сейчас мы будем делать такую штуку, называется мебиусное замыкание. То есть она на самом деле, что это значит? Ленту Мебиуса, я думаю, все знают, что это такое, да, то есть это лента, которая вот перекручены концы, и мы получаем одностороннюю поверхность. Ну, а если так посмотреть, это как знак бесконечности, да, то есть она как бы вот так выглядит. Поэтому вот с этой бесконечностью мы сейчас и будем работать. В силу того, что мы работаем со структурами времени, да, то есть вот у каждого из нас есть некий поток. Вот мы смотрим на экран друг на друга. Что мы не сделали? Извиняюсь, я поспешил. Мы же обратно не сделали, да, подготовку. То есть мы теперь не сделали наоборот. Ну, давайте еще раз тогда до секунды прервемся, а потом все-таки про рыбку я дальше расскажу. Давайте теперь те, кто были операторами, становятся экспертами, а те, кто были эксперты, становятся операторами. И давайте теперь сейчас расправим крылышки для тех, кто был. Ну, а я как бы буду тут создавать общий фон дополнительно. Для тех, кто не видит, кого мы не видим, но они тоже хотят, чтобы их расчесали. Поэтому расчесываем всех подряд. Сразу, как бы некий образ интегральный. И его, потому что крылышки нам нужны у всех. Не только у тех, кого мы видим. Можно представить, что это у вас такая кисть световая в руках. Да? То есть и вы как бы вот еще и не только расправляете то, что есть, но что-то где-то в мире, в пространстве дорисовываете какие-то вот световые линии, которые нам просто необходимы сегодня. Вот эту световую часть дополняем ее до того, чтобы получить какую-то целостную такую картину, если где-то есть какие-то дефекты вот в структуре. И обязательно по позвоночнику проходим от головы и до хвостика, как бы тянем хвостик дальше. Потому что это наша антенна тоже. Позвоночник — это такая антенна, которая нам очень необходима. Ну вот, немножко сделали. Подготовились. Теперь опять к рыбке. Я так понимаю, что у всех задачи есть. Задача, ну вот
какой-то реализации, какого-то материализации каких-то вещей, которые нам необходимы для того, чтобы наша жизнь стала лучше и стала веселее. В рамках этой задачи, значит, что мы делаем? Ну, значит, вот связываем свою сердечную чакру с золотой рыбкой. То есть у кого нету рыбки, тот, значит, вот эту структуру, которая транслируется сейчас, он как бы вот представьте себе, что у вас от экрана вот эта структура идет, и вы как бы ее вот так себе раз и проецируете сюда, вот как бы вот на сердечную чакру. И формулируете свое вот то желание, которое вы хотите, чтобы оно у вас было. Причем формулировка должна быть так. Обращаемся к рыбке как к помощнику. Мы говорим: рыбка, мы с тобой делаем. И говорите, что вы делаете с рыбкой, чтобы у вас это все получилось. Значит, что мы сейчас делаем? Да, то есть, как бы, вот у нас мы опять по парам этим разбились у нас. Да, то есть у всех есть пара. Всех я назвал, кому надо, кто участвует. Или кого-то не назвал. Если не назвал, помашите рукой, кому надо, кому пары не хватило. Значит, что мы сейчас будем делать? То есть у нас сейчас мы будем формировать 3 потока в пространстве времени. Да, то есть, ну, в потоке во временном пространстве, скажем так, больше. Да, то есть у нас есть временное пространство X, Y, Z, как бы. И вот в этих мы будем делать 3 потока мёбиусных. То есть как бы, у нас есть золотая рыбка, которая нам будет формировать вот эту мёбиусность, где она будет нам вот это вот соединение делать, перекрещивание. Да, то есть вот поэтому рыбка у нас находится на сердечной чакре. Значит, первый поток. Первый поток мы формируем глазами. Но я сейчас как бы сидя, пока я сейчас объясню как, а потом мы встанем и уже будем тогда это делать. Значит, мы смотрим друг другу в глаза, да, значит, у нас идет один поток туда, другой поток идет навстречу. Значит, как идет поток этот? Он идет туда, то есть как бы он, по идее, должен формировать кольцо. Ну, вот поток пошел, значит, он проходит через другого человека и идет, и проходит там через ноги, и возвращается обратно. Вот у нас есть такой вот вертикальный поток, вертикальной плоскости. Но когда, так как у нас есть здесь золотая рыбка, которая может у нас формировать мебиусность как во временном пространстве, да, то у нас световой поток идет туда, он проходит вот как бы в человека, но потом выходит в него как бы через вот эту вот рыбку и входит опять же в другого человека. То есть получается, что у нас вот есть такая, получается как бы 8. Но там, где рыбка, там происходит мебиусное замыкание, получается, что у нас появляется связь между внутри и снаружи. Мы как бы создаем тем самым возможность соединить внутренний мир с наружным миром. Так, значит, это у нас один поток через глаза. Второй поток мы пустим через руки. Да, то есть как бы у нас есть 2 руки. Значит, тогда у нас одна рука будет, мы правую руку будем держать. Правую руку держим ладонью вверх, а левую руку держим ладонью вниз. И, соответственно, у нас мы как бы соединяемся. Вот руки у нас мы соединяем друг с другом. И у нас тогда идет поток вот как бы через плечи, через руки. То есть мы друг другу, то есть эксперт-оператор направляет друг друга. Получается вот еще раз, да? То есть второй поток мы делаем через руки. То есть одна рука у нас ладонью вверх, другая ладонью вниз. Да, то есть левая у нас ладонью вниз, правая ладонью вверх. Соответственно, так как это на экране там переворачивается, то мы, соответственно, получаемся как зеркально друг от друга. И мы получаем такой вот, когда друг напротив друга стоим, еще один поток. И опять же у нас золотая рыбка переворачивает его в мебиусном, соединяем эти 2 потока, внутренний и внешний поток. Да, то есть как бы внутренний с внешним мы соединяем здесь. Третий поток мы формируем вот этими крыльями, которые мы расчесывали. То есть представляем, что у нас есть вот эти вот крылья, которые вокруг нас. И мы их как бы вот так вот раскрываем. Да, то есть как бы и другой человек тоже так же раскрывает эти крылья. И мы, получается, соединяемся вот этими вот крыльями. То есть если у нас, смотрите, получается, у нас есть один вертикальный поток, да, есть один вот как бы поток вот в этой плоскости, то есть как бы вот, да, и третий поток у нас идет уже, ну, как бы вот в другой плоскости. То есть это через вот эти вот виртуальные крылья световые. То есть мы получаем
То есть, опять же, у нас парное взаимодействие будет. У нас сейчас не будет здесь экспертов-операторов, оба будут и эксперты-операторы взаимодействовать вот со временными потоками времени для усиления. То есть взаимоусиление через взаимодействие. Да, понятно, да? Или еще есть вопросы? То есть 3 потока формируем. Один через глаза, вертикальный поток с мебиусным замыканием через рыбку. Второй поток идет у нас через руки, то есть мы друг другу направляем руки и соединяемся через вот это вот пространство виртуальное, которое у нас есть. И третий поток – это вот наши световые крылья, которыми мы тоже вот так вот раскрываем, и тогда один человек соединяется с вот этими крыльями другим человеком, как бы мы вот как бы их размахнулись и, ну, можно сказать так, обняли друг друга вот этими вот световыми крыльями. Правая ладонь вверх, левая вниз. Да. Ну, правая дающая мы как бы предлагаем, левая берущая. Как бы. Ну, мы как бы обмениваемся. Поток идет от правой руки, передается другому человеку, он пошел в эту сторону. Но от другого человека, естественно, в другую сторону, потому что он там держит зеркально. Поэтому у нас есть 2 потока. Один от одного человека, другой от другого человека. И поэтому мы как бы взаимодействуем с мебиусным замыканием этих потоков, получаем что? Да, то есть бесконечность, нарисованную в 3 плоскостях. Да, то есть как бы вот в виртуальном пространстве временном мы создаем 3 потока в разных плоскостях. И получается такая, как сирень. Да, поэтому ее называют сиреневая бесконечность. 3 бесконечности соединяются в одно. Те, кто за кадром, значит, кого не видно, значит, они то же самое делают, ну, но только уже со мной как бы взаимодействуют. Да, то есть только как бы вот я как бы вот уже такой распределенным буду оператором для всех, которые невидимы, которых я не вижу. Понятно, да? То есть пары у нас есть, которые в видимом режиме работают, те, которые в невидимом, ну тогда они со мной. Сейчас у нас первая фаза парными. То есть те, кто вот мы пары сформировали, мы сейчас будем делать вот такой вот, то есть становимся друг вот так напротив друга, опять мы становимся, не сидим. Я включаю музыку, вы настроились, значит, и начали вот эти вот все 3 потока представили, как они сделали их замыкание, и поехали. Ну, такая вот небольшая лазерная накачка в коллективном взаимодействии. По поводу концентрации как бы вот на потоках. Не обязательно на самом деле концентрироваться и напрягаться. То есть как бы мы говорили, что у нас есть свет из глаз. Он идет и все равно. То есть он неважно от того, что мы напрягаемся на эту тему или не напрягаемся. Мы воспринимаем его или не воспринимаем. Он все равно есть и есть. Да? То есть как бы мы это знаем. То есть вот мы с зеркалом Исида работаем с этим светом. И сейчас мы его использовали. Здесь важно, что мы как бы сейчас не только как бы свет из глаз используем, да, то есть свет из рук, то есть вот эти вот крылья световые, то есть как бы мы пытались сейчас как бы создать вот это вот, ну, как бы вот во временном пространстве такой вот объемный как бы трехпетлевой как бы мебиусный цветок, скажем так, да, то есть как бы и вот мы его просто делаем для того, чтобы он работал уже дальше как усилитель для наших процессов, которые мы тут хотим. Причем, как бы, да, вот Людмила сказала, что он идет, этот процесс, не только для участников, которые здесь сидят у нас перед экраном, а для всей сети, потому что мы все равно через связи, бионет-связи, мы все друг с другом связаны. Ну что, давайте еще попробуем. Но немножко сейчас по-другому поменяем. Что мы поменяем? Мы поменяем, значит, пары. То есть сейчас все будут со всеми взаимодействовать, да, то есть как бы вы пробуете вот обратить внимание на какого-то человека, допустим, да, то есть и как бы вот с ним коннектитесь. Он может с кем угодно другим взаимодействовать, то есть как бы, то есть мы как бы делаем связи множественные, то есть не просто парные, как мы сделали, да, то есть как бы, а мы делаем
множественность связей всех со всеми. Да, то есть, но внимание вы переводите, то есть сначала на одного человека, то есть с ним повзаимодействовали, потом на другого, потом на третьего и так далее. И пытаетесь вы как бы немного повзаимодействовали, потом переходим на следующего. Повзаимодействовали, переходим на следующего. И вот так вот как бы от окошечка к окошечку, о, как меня тут разукрасили. Опять же, вот эти сетевые связи, которые у нас есть, мы сейчас будем усиливать, как бы вот это, я сначала думал, мы будем порядочивать как бы в некой последовательности, но потом понял, что нам это не реализовать все равно. Поэтому кто с кем хочет, тот с тем и взаимодействует. Но желательно, чтобы вы, ну, как бы вот в течение одной мелодии успели взаимодействовать, ну, как бы с максимальным количеством людей. То есть, ну, сколько успеете. То есть это не значит, что вы только вошли, сразу выходить надо в другое. То есть вошли, настроились, ощутили потоки, ощутили вот эти все три как бы связанных друг с другом мебиусно все эти потока, получили как бы, да, то есть как бы переходим к следующему. Опять настроились, послушали как бы этот поток, переходим к следующему. Но и одновременно как бы двигаемся, потому что здесь мы поток пытаемся еще усиливать вот собственным движением. Да, то есть есть у нас вот эти три потока, они сами, но они нас начинают еще как-то вот перемещать, как-то вот в этом пространстве. Мы отдаемся этому потоку, они пытаемся как бы вот в нем как-то вот жестко стоять и жестко что-то там делать. И главное, не напрягаемся. То есть не напрягаемся, как оно идет, так и идет. Световые потоки все равно идут, несмотря на то, что мы их чувствуем или не чувствуем. Несмотря на это, все равно процессы идут. Да, то есть поэтому мы пытаемся их ощутить и усилить вот как бы своим собственным как бы вот посылом, что мы от себя туда добавляем все, что можно, связи новые создаются, и тем самым мы друг друга усиливаем, подкачиваем, ну, то есть лазерную накачку сделать еще более мощной. Понятно, да? Ну, давайте продолжим. Опять становимся, чтобы было место. Ну, то есть уже не только друг с другом, мы уже пытаемся вот взаимодействовать с большим количеством людей. Так, ну что, давайте тоже поделимся, что у нас, как сейчас прошло взаимодействие на более высоком уровне связи, померности. Потому что когда мы вот соединяем больше связи, да, то есть как бы соединяем, мы как бы вот ту модель, которую мы с чего мы начали, да, то есть соединение, каждый элемент с каждым, мы тем самым как бы повышаем мерность вот отношений сетевых. Ну, естественно, если мерность повысилась, значит, у нас есть шанс чего-то больше сделать в этом мире, более эффективно. Ну что, давайте, наверное, подведем итог. Мы тут уже 20 с лишним часа занимаемся с вами. Спасибо большое всем участникам.